как находить уровни поддержки сопротивления, элементарная, самая эффективная техника за все мои годы торговли, которая позволит вам буквально до пункта максимально точно входить в рынок. И вы не представляете, вы это можете сделать прямо после этого ролика, открыть любой график и тут же это применить и удивиться, насколько это эффективно, насколько это круто работает. Я это применяю очень много лет и обучаю своих студентов, ну и с вами поделюсь, поэтому обязательно ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал, ну и подключайтесь к моему телеграм-каналу и другим ресурсам, которые есть, чтобы узнать больше о том, как торговать прибыльно и как действовать дисциплинированно, последовательно. В общем, все, что вам нужно, чтобы стать лучше как трейдеру. Я взял в качестве примера Газпром, 5-минутный график. Это может быть любой инструмент, любой таймфрейм, любой актив, неважно. Первое, самое важное правило – это свежий уровень. Вот давайте здесь расскажу, что такое свежий уровень. Свежий уровень, если вы внутридневной трейдер, свежий уровень – это уровень, который образован сегодня. Сегодня. Например, вы нашли какой-то, ну скажем, вот этот уровень, скажем, вот здесь уровень сопротивления, или вот здесь, да, какая-то точка есть, где рынок отскочил. Но когда вы окажетесь у правого края графика, вот это та дальняя точка для вот этих трейдеров сегодняшних, ну, например, если, скажем, Газпром бы пошел наверх, да, и вы бы определили вот этот уровень, как уровень, скажем, сопротивления, или этот. Для этих трейдеров рынок бычий, понимаете? Рынок бычий, и здесь есть помимо вот этого уровня, и вот этого уровня, есть вот этот уровень еще, вот этот уровень, или тот, который может быть здесь на месте вот того дальнего уровня. И те уровни уже не так актуальны, потому что для внутридневных трейдеров имеет значение момент здесь и сейчас, где были ближайшие реакции. Поэтому первое, самое главное правило, это правило сэкономит вам тонну денег. Вы не представляете, сколько людей ко мне обращались: Аркадий, научите определять эти уровни поддержки и сопротивления. И когда я им даю вот эту технику, шок наступает просто, наступает шок. Просто меняется их понимание того, как торговать, потому что они перестают влазить в контртренды, потому что если вы здесь будете продавать, ну вот, например, здесь вы будете продавать, вы будете против вот этих ребят, даже если тут какая-то дневная мощная зона, она огромная обычно дневная зона, а вы торгуете, например, внутри дня на 5 минутке, на минутке. Рынок-то может в течение дня еще долгое время ходить, прежде чем он развернется, а вам нужно актуализировать уровни, актуальные уровни, те, которые на вашем таймфрейме и свежие. Это золотое правило номер 1, но есть второе правило, потому что если вы не знаете второго правила, первое бессмысленно. Второе правило – это должно быть на уровне определенном, свежем уровне, 3 точки касания. То есть вы открыли график, вот, например, здесь, вот я смотрю на график, где я вижу вот на этом отрезке 3 точки касания. То есть должно быть минимум 2 на третий вход. Минимум 2 на третий вход. Давайте порисуем. Мы видим вот этот уровень. Почему? Потому что здесь 1, 2, 3 касания уже есть. То есть это зона поддержки, которая теперь выступает как зона чего? Сопротивления. Вот ваше место, вот здесь. Идеальная точка входа на сел по Газпрому. Идеальная, просто выверенная. Угу. То же самое наверху, если я вот так проведу линию, я вижу 1, 2, 3 sell. То есть запомните, 1, 2, 3 sell, 1, 2, 3 buy, смотря какой уровень поддержки либо сопротивления. То есть минимум 2 касания на третьем вход. Например, здесь давайте разберем. Скажем, у нас есть одна точка касания здесь. Газпром падал, пришел сюда, это будет касание номер 2. И затем касание номер 3, buy здесь. Опять же таки, это не стратегия торговли. Это то, как находить уровни, а стратегия торговли – это уже использование паттернов, менеджмента, money-менеджмента, риск-менеджмента. Сейчас мы разбираем только уровни, чтобы вы случайно не взяли, не начали так тупо торговать. Это не работает. Но это идеальное начало любой вашей системы, потому что любая ваша система или стратегия должна содержать уровни поддержки сопротивления, опираться на них, потому что основа – это структура, это наше все.
ключевые уровни, которые мы видим, которые видят другие трейдеры, на которые они реагируют. Это наша сильная сторона. И если мы можем это делать правильно, это открывает невероятные возможности для нас. Так вот, здесь, вот, например, если сейчас рынок сюда придет, ты не можешь купить, это всего лишь второе касание. Нужно 3 точки касания. 3. Я сейчас, кстати, вам дам еще один секрет, смотрите до конца, вот только сейчас вспомнил, недавно с трейдерами в закрытом чате разбирал, сейчас мы до этого дойдем. 3 точки касания, то есть второе на третьем buy, вы ожидаете, что рынок среагирует. И еще хорошие уровни, как правило, качественные, они очень ровные, то есть симметричные в том смысле, что рынок их буквально, вот если провести между ними, точнее, объединить их одной линией, они ровные, то есть не так, что торчат один выше, другой ниже, вот такая хрень, они ровные, горизонтальные, вот как здесь, посмотрите, равнюсенький уровень, и до пункта мы тестим, здесь равнюсенький уровень, вот качественные уровни имеют свойство вот прям вот быть такими ровными, если провести горизонтальный отрезок по этим пикам или низам, да, смотря что это уровень поддержки либо сопротивления. То есть для текущей цены вот этот уровень какой? Вот этот? Это уровень сопротивления. То есть пробитая поддержка становится сопротивлением, она также актуальна, имеет такой же вес при условии, что она свежая. То есть вот здесь не та, которая была неделю назад, 2 дня назад, 3 дня назад. Если вы торгуете внутри дня М1, М5 таймфрейм. Понятно, что если вы торгуете на часах, правило такое же, но не внутридневные вас уровни будут интересовать, а уровни, там, скажем, ближайших 2 дней, да, 2-3 дней по свежести, если так можно выразиться. И вот еще один момент, который обещал вам дать, да, еще один секрет. Я обращаю внимание, я торгую еще на Мосбирже, я обращаю внимание на последние 45 минут перед тем, как рынок закроется. Ну вот рынок закрылся вот на этом баре, вот здесь 45 минут влево. Вот я всегда смотрю на то, как цена торгуется, а точнее выделяю это вот таким боксом в качестве уровня поддержки и сопротивления, потому что для тех трейдеров, которые, ну вот здесь, только-только начинают торговать для этого дня, вот эти 45 минут очень важны. Ну, даже не 45 минут, я бы сказал час. То есть 45 минут, час. Вот этот промежуток вы можете прямо на последний даже час поставить горизонтальный максимум, горизонтальный минимум уровня. И на открытии уже это для вас будут отличные уровни, потому что трейдеры смотрят на вот эти структуры, которые свежие. Потому что когда рынок открылся, у него еще нет, скажем так, графика, да, по факту. Потому что это новый день на бирже, именно на рынке акций РФ особенно, или на рынке американских акций. То есть еще нет даты, да, еще нет данных, есть только данные прошлого, вчерашнего дня, на что трейдерам опираться. Так вот, последний час предыдущего дня, его максимум и его минимум на рынке акций в качестве уровней поддержки, сопротивления и ориентира для вас, как для трейдера сегодняшнего дня, идеально просто подходит. Заряжайте лайк, надеюсь, вам полезно. Если интересно вам больше, вы хотите стать частью моего сообщества трейдеров, где я объединил все свои самые продвинутые алгоритмы, то ссылка под этим видео, подключайтесь ко второму потоку. Он уже стартует совсем скоро, либо в зависимости от того, когда вы смотрите это видео, он уже стартовал. Подключайтесь, не пропускайте, и увидимся с вами на онлайн-торговле. Ну и дайте мне знать, если такого рода тренинги для вас полезны, то я обязательно запишу еще одно. И вы можете предложить тему, например, price action, или продолжение уровней, или торговля на пробой, может быть. Предлагайте свои темы в комментариях, и до встречи.